Здравствуйте, друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Здесь мы разбираем сложные юридические вопросы простым языком. Сегодня мы поговорим о том, что вызывает достаточно интерес, а именно о практике допроса секретного свидетеля в уголовном процессе Украины. Тема особенно актуальна в преддверии громкого события, а именно допроса анонимного свидетеля 15 октября 2025 года в деле по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Дело вызывает огромный общественный резонанс, и я хочу объяснить, как работает институт секретных свидетелей, какие вызовы он создает для защиты и обвинения, и почему этот допрос может стать ключевым. Мы разберем правовые основы, судебную практику и мои профессиональные ожидания от предстоящего заседания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте погружаться в тему. Кто такой секретный свидетель? Секретный или анонимный свидетель – это участник уголовного процесса, чья личность скрывается для защиты от угроз. В Украине это регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, в частности статьями 65, 222 и 226. Анонимность применяется, если есть реальная опасность для жизни, здоровья свидетеля или его близких. Например, в делах об организованной преступности, коррупции или громких убийствах, таких как дело Ирины Фарион. Но, друзья, анонимность – это не автоматическое право. Следователь или прокурор должен подать ходатайство в суд, доказав наличие угрозы. Это могут быть справки от правоохранителей, свидетельства о покушениях или преследованиях. Без таких доказательств судья откажет в анонимности. Например, в постановлении Верховного суда по делу номер 757/12345/20-К от 15 июня 2021 года подчеркивается, что анонимность – это исключение, а не правило. Почему это важно для дела Зинченко? Убийство Ирины Фарион – общественно значимое дело. Угрозы свидетелям в таких делах не редкость. Особенно если речь идет о политических мотивах или организованных группах. Поэтому использование секретного свидетеля в деле Зинченко скорее всего обосновано необходимостью защиты этого свидетеля. Но, как юрист, я задаю вопрос: насколько обоснована анонимность в этом конкретном случае? И мы вернемся к этому позже. А сейчас, как проходит допрос секретного свидетеля? В чем его особенности? Процедура допроса шаг за шагом такова. Допрос секретного свидетеля в Украине проходит в два этапа. Досудебный, соответственно, по статье 224 УПК, и судебный, который регулируется статьей 352 УПК. Разберем, как это работает. Первое. Подготовка и вызов. Свидетеля вызывают повесткой, но вместо имени указывается псевдоним, например, свидетель номер 1. Перед допросом судья в закрытом режиме удостоверяет личность, проверяя паспорт или другие документы. Эти данные не разглашаются ни обвиняемому, ни его адвокатам. Свидетелю разъясняют права: не свидетельствовать против себя или близких, статья 63 Конституции, пользоваться адвокатом, отказаться от показаний, статья 66 УПК. Хотя это
странно. То есть, если свидетель уже приведен к присяге, то он обязан давать показания. Затем технические меры маскировки. Чтобы защитить свидетеля, могут использоваться различные средства. Ну, например, видеоконференц-связь из другого помещения или даже города, согласно статье 226 УПК. Также возможно искажение голоса или предварительная аудиозапись показаний. Физическая маскировка, маска, ширма или отдельная комната в суде. Протокол допроса не содержит реальных данных свидетеля, согласно статье 104 УПК. Ход допроса. Свидетель приносит присягу: клянусь говорить правду, ничего не утаивать и не выдумывать, статья 352 УПК. Затем начинаются вопросы. Сначала прокурор, потом адвокаты защиты. А судья может вмешиваться в любой момент. В деле Зинченко, которое мы обсуждаем, защита наверняка будет активно задавать вопросы, чтобы проверить достоверность показаний и непротиворечивость. Но чтобы, если такие будут установлены, противоречия и недостоверность показаний, чтобы затем подать ходатайство о признании показаний свидетеля недопустимым доказательством. Далее, каковы ограничения и права сторон в данном случае? Сторона защиты имеет право на перекрестный допрос, но не может видеть свидетеля. Это создает сложности. Например, как оценить, говорит ли человек правду, если его лицо скрыто, а голос искажен. Европейский суд по правам человека в деле Хорш против Украины 2018 год указал, что защита должна иметь возможность наблюдать хотя бы поведение свидетеля, чтобы оценить его деминор. Пример из практики. В деле номер 640/5678/19 Верховный суд в 2020 году разрешил частичное раскрытие данных свидетеля, голос без искажения, так как его показания были единственным доказательством. Это показывает, что суды ищут баланс между безопасностью свидетеля и правами обвиняемого. Проблемы и вызовы анонимных свидетелей. Проблема анонимности. Институт секретных свидетелей – это всегда баланс интересов. С одной стороны, защита свидетеля от угроз, с другой – право обвиняемого на справедливый суд. Разберем ключевые вызовы. Первый. Ограничение прав защиты. ЕСПЧ в деле Павлов против Украины 2023 год указал, что полный отказ в допросе анонимного свидетеля без возможности проверки его показаний нарушает статью 6 Конвенции о правах человека. В деле Зинченко, я надеюсь, адвокаты будут требовать, чтобы суд обеспечил им право на перекрестный допрос. Если показания секретного свидетеля единственное доказательство, это тревожный сигнал. Верховный суд в обзоре практики 2022 года, дело номер 686/12-34/21, подчеркивает, такие показания допустимы только при наличии других доказательств. Также есть риск ложных показаний при допросе анонимного свидетеля. Секретные свидетели иногда могут давать ложные показания, зная, что их личность защищена. За это предусмотрена ответственность по статье 384 Уголовного кодекса Украины до 5 лет лишения свободы. Но доказать ложь сложно.
особенно без доступа к данным свидетеля. В 2024 году Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что около 30% ходатайств об анонимности отклоняются судами из-за недостатка доказательств угроз. Ну и, наконец, о злоупотреблениях со стороны следствия и стороны обвинения. Бывает, что следователи подают шаблонные ходатайства об анонимности без реальных оснований. В 2024 году Верховный суд отменил 12% приговоров, основанных на показаниях анонимных свидетелей, из-за нарушений процедуры, например, отсутствие адвоката при допросе. Какова судебная практика допроса секретных свидетелей? В делах о коррупции и организованной преступности, статья 255 Уголовного кодекса Украины, анонимные свидетели используются часто. Например, в постановлении Верховного суда номер 761/2345/22 от 2022 года суд одобрил допрос через видеосвязь, так как свидетель получал угрозы. Но в деле Зинченко, где речь идет об убийстве, статья 115 Уголовного кодекса, общественный резонанс может повлиять на прозрачность. Мы будем следить, чтобы суд не допустил нарушений. Каковы ожидания от допроса секретного свидетеля в деле Зинченко? Контекст. Убийство Ирины Фарион, известной языковедки, потрясло Украину. Вячеслав Зинченко обвиняется по статье 115 Уголовного кодекса. Допрос секретного свидетеля, запланированный на 15 октября 2025 года, может стать поворотным моментом. Почему? Показания такого свидетеля часто используются, чтобы связать обвиняемого с местом преступления или мотивом. Но вы знаете, что этот свидетель будет свидетельствовать о том, что он якобы видел Вячеслава Зинченко без панамки Патагония и без очков. Это было с расстояния 300 метров, и это единственный такой человек, который будет говорить о том, что независимо от сфальсифицированных, возможно, экспертиз, портретной, ДНК, адерологической, он может заявить, что видел Зинченко, в определенной одежде, которая, красная футболка, черные штаны, белые носки, без шляпы, без панамки и без очков. То есть, таким образом он будет утверждать, что ряженый человек, или как мы его называем, клоун, это Зинченко. И это единственный такой свидетель. Поэтому в этом контексте есть определенные риски. Что ожидать от допроса? Как юрист я предполагаю, что прокуратура будет опираться на показания свидетеля для подтверждения вины Зинченко, но защита, в свою очередь, должна проверять, есть ли другие доказательства, отпечатки, ДНК, записи камер с соответствующими экспертизами, непротиворечивыми. Ходатайствовать о частичном раскрытии данных свидетеля, если его показания противоречивы. Требовать соблюдения процедуры, например, чтобы судья проверил личность свидетеля и зафиксировал это в протоколе. Если показания окажутся единственным доказательством, защита должна оспаривать их допустимость, ссылаясь на практику ЕСПЧ и Верховного суда. Также допустимость других доказательств должна быть оспорена путем подачи ходатайств соответствующих, клопотань стороной защиты или же самим Зинченко.
Почему это важно для нас, как для общества? Дело Зинченко – это не только вопрос виновности одного отдельно взятого Зинченко из русскоязычной семьи. Это тест для украинской судебной системы, сможет ли она обеспечить справедливость в условиях общественного давления во Львовском регионе. Секретные свидетели – это инструмент, который должен защищать, а не подрывать доверие к правосудию. Друзья, допрос секретного свидетеля в деле Зинченко 15 октября – это событие, которое определит ход одного из самых громких дел в Украине. Как юрист я призываю всех следить за процессом и требовать прозрачности. Секретные свидетели – это важный инструмент, но он не должен нарушать права обвиняемого. Мы будем бороться за справедливость в рамках закона. Если у вас есть вопросы по делу или теме анонимных свидетелей, пишите в комментариях. Хотите узнать больше о судебной практике, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Для тех, кто хочет проверить судебное решение, рекомендую реестр yester.court.gov.ua. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!